Всем привет! Сегодня поговорим о тренировке рук. А точнее поговорим о бицепсе. Сейчас будем прокачивать большим весом первые 3 подхода и потом, соответственно, будем прорабатывать. Начнем сегодня со свободных весов. Также будем добивать гантелями и на блоках поработаем. Перед работой с Z-грифом всегда работаем с пустым грифом. Связки разогреваем. Разогреваем связочки. Примерно также на 3 этапа делю весовые, так сказать, моменты. Именно стоя с Z-грифом, да, я всегда стараюсь пробить, так сказать, максимальный вес. Но не на одно повторение, а на 2-3 повторения. Опять же, я считаю, что, это лично мое мнение. Даже, многие, наверное, меня поддержат, что бицепс растет исключительно из-за больших весов. Опять же, там уже проработка каких-то пучков, волокон, да, супинация, пронация. Это уже, наверное, другой момент. Сначала пробиваем большими весами, соответственно, потом идет проработка. Гриф у меня 8,5 килограмм. Сейчас вешу, получается, 38,5 килограмм. Ни в коем случае не нужно изгибаться назад во время выполнения упражнения. Нам нужно немного, так сказать, скомпенсировав энергию, немного вперед. Сделать немного наклон вперед. Берем, снимаем гриф, немного присогнули ноги. И с нижней точки, с наклона, идет выполнение. На 6-8 повторов делаем примерно это 1/3 веса. Сейчас примерно можно переходить уже на 2/3, либо уже 3/4 от своего максимума. Я предлагаю навесить еще с каждой стороны по 10 килограмм. Это получается у меня в сумме 58,5 килограмм. Но это где-то, наверное, 2/3. Также долго не отдыхаем между подходами, постоянно поддерживаем энергию, постоянно держим вот этот пульс, не даем мышцам отдыхать долго. Соответственно, чтобы не уходить в холодную фазу. Сейчас должен примерно выполнить на 6 повторений. Сейчас выполню на 6 повторений, уже используя легкий читинг.
Обратно обязательно у меня идет негатив. Я пытаюсь максимально медленно опустить вниз штангу. Отлично. Я чувствую, что я бы смог еще сделать пару повторений, но хочу оставить запас на следующий подход. Добавить, наверное, еще по 5 килограмм. Сделаю последний подход. Именно на зетке, именно на штанге Z-Grip. И перейдем уже, наверное, к более изолированному упражнению. Это скамья скотта на супинацию. Сейчас на штанге 68,5 килограмм, это примерно на 5-6 повторений. Ну, будем делать на максимум. Фух. Не забывай опускать негатив. Фу. Отлично. Отлично. Чувствую вот это обязательно негативная фаза именно на удержание веса. Потому что когда мы закидываем, происходит импульсная энергия вверх, рывковая. Соответственно, чтобы не потерять суть самого упражнения, а точнее проработки с большим весом, мы обязательно должны идти в негативную фазу. Опустить, ну хотя бы до угла в руке в 90 градусов. Все, сейчас приступим уже к скамье скотта. Сейчас именно проработаем момент супинации. Именно когда нам нужно обязательно упереться грудью в лавочку, положить на трицепс плотно, ровно руку и медленно прорабатывая вот эту связку, выпрямить руку и поднять. Медленно выпрямить руку максимально широко. Опять же, нужно заметить, это упражнение не нужно делать с ситингом. Это упражнение максимально травмоопасное, если работать с большими весами. Поэтому подходим к этому упражнению с умом, не торопимся, потому что очень опасно растянуть в этом положении связку. Соответственно, если вы видели где-то, что делают на скамье скотта с большим весом, то это, скорее всего, техника уже по-другому поставлена. Это человек встает и уже не на трицепсом, а делает нагрузку уже не на связку, точнее, а именно непосредственно на сам бицепс. Это нужно упереть локоть в саму скамью. И, соответственно, когда у нас в нижней фазе идет рука, то она уже именно само предплечье, нету нагрузки,
Все забирает из-за того, что у нас предплечье упирается в скамью. Соответственно, нету нагрузки на связку. И именно прокачка идет самого бицепса. А здесь же все-таки в нижней фазе, когда у нас вес давит именно на связку, потому что предплечье уже нету опоры. Вот, и поэтому зачастую травмируется на этом упражнении. Сейчас возьмем определенный комфортный для себя вес на 10 повторений. Уперся грудью в лавочку, положил полностью трицепс и подконтрольно опускаю медленно вниз. Работает изолировано, точечное напряжение именно. Ну и связки укрепляются. Суперски. Одно из, я бы сказал, важнейших упражнений. Чувствуете, не можете поднять вес из нижней фазы? Помогите второй рукой, прекратите упражнение. Отлично. 25 килограмм уже исключительно большой вес для выполнения данного упражнения. Поэтому делаем подконтрольно, медленно, не торопимся. Отлично. Как бы я чувствую, что я не могу до конца разгибать руку, но опять же, именно проработка самой связки присутствует. С левой рукой связка именно в локте. Более уверенно себя чувствует. Супер. Думаю, стоит вернуться к 20 килограмм и сделать опять же проработку уже на 8-10 повторений. Даю восстановиться примерно себе минуту-полторы. Так, сейчас переходим к 20 килограмм. На 8-10 повторений, немного, так сказать, убавив вес. Не, на 6. Чувствую прям кардинальные такие удары в связку, поэтому
лучше перейти на другую руку. И возможно сделать еще один подход. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Не стану делать, но чувствую прям. Сейчас перейдем к упражнениям уже выхода на супинацию, именно скручивание гантелей стоя. Сейчас именно прорабатываем тоже с большим весом на выведение супинации и опусканием в негатив. Возьму, пожалуй, по 35 килограмм. Выполняю также с читингом, но очень важна негативная фаза, потому что отлично. Можете заметить, когда я закидываю, у меня получается, что локоть находится сбоку, а когда из верхней фазы я его немного упираю в корпус. Опять же, чтобы сконцентрировать именно нагрузку на самом бицепсе. Делаю примерно 3-4 подхода. 3 точно буду делать с этим же весом. А 4-й уже пойдет дропом, кстати, именно на залив. Еще один подход. Сейчас будем делать 3-й подход с тем же весом 35 килограмм. Чувствую, как связка на левой руке уже говорит мне, что пора заканчивать. Все. Выработал максимум. Все, сейчас уже переходим к тренажеру блочному. Сейчас у нас идет проработка на блочном тренажере. Локти уперлись, локтями уперлись в ребра. Также обязательно негативная фаза.
Фу. Отлично. Чувствую, что нагрузка со связок вся ушла. Точечная нагрузка именно в бицепс уже идет. Немного, конечно же, даже на блоке немного идет читинг, такой незаметный слегка. Здесь же, опять же, это уже такие, так сказать, добивающие упражнения, с которыми я долго уже не отдыхаю между подходами. Примерно 2-3 подхода с отдыхом, ну не больше минуты. Надеюсь, 3-4 подхода я сделаю, либо же 3 точно, и 4-й дропну. Поехали. Ладно, окей. Все. Фу, ну и все, 3-й подход. Чувствую, что сейчас будет дроп сразу на 4-й. Это было, да. Фу. До последней капельки, так сказать. Прорабатываем. Интенсивность, мне нравится сама интенсивность. Не меньше, чем был там. Но нету самой нагрузки на связки, соответственно, сам бицепс получает нужный импульс, нужную нагрузку. Сейчас уже можно, конечно, и подубавить, и сделать какую-то многоповторку уже поочередно каждую руку. И сейчас примерно на блоке небольшой вес бы, я бы сказал, килограмм 30. Можно проработать, именно уже прям добить, допампить. С промежутком в отдыхе 30 секунд. Наверное, больше и не стоит. Максимально, так сказать, налить кровь. Изолированно. Рука перед собой.
30-40 секунд и следующий подход. Убавлю сейчас на 1-2 блока. Чувствую, не дорабатываю свои повторения. Наверное, на 1. На 2 слишком легко будет. И, соответственно, наверное, еще на 2 подхода точно могу себя растянуть. Мне нравится то, что вот в этом нижнем положении, опять же, получается все-таки как-то, как будто с мертвой точки у меня получается подъем. Именно с этого положения. Очень интересный момент. Все, оно умирает в этом нижнем положении, и все, я не могу ничего с этим сделать. Хорошо, хорошо. Я думаю, последнее, все-таки с прямым грифом, именно включить еще, подключить предплечье и во всю амплитудку проработать с легким весом, там, с 15-20 килограмм, неважно. Финишируем, добивая прямым грифом. Ну, соответственно, на сегодня, наверное, все. Насчет следующей тренировки, я думаю, еще подумаю, что будем делать. Ну, а так, скорее всего, наверное, следующая тренировка — это день ног. И потом день спины у меня будет. Дам рукам, бицепс побольше восстановиться. Спасибо за просмотр. Всем пока.